Всем привет! Сегодня сделаем небольшую заготовку, чтобы потом нам было легко и удобно. У меня тут грудка на кости, я ее разморозила и отделяю от нее филе. Сильно мясо не срезаю, так как косточка нам потом в дальнейшем пригодится при заморозках. Мы будем варить наваристый бульон и замораживать порционно. Филе нарезаю не крупно, для мясорубки, чтобы удобно было перекрутить мясо. А косточку и кожу убираю до лучших времен в морозилку. В фарш мне потребуется лук. Беру большую луковицу, также нарезаю ее не крупно, чтобы проходила в мясорубку. И перекручиваю фарш. Перекручиваю только грудку и только луковицу. Я предпочитаю перекручивать даже куриный фарш 2 раза. Так потом фрикадельки нежнее получается. Вот я перекрутила, сейчас кручу 2-й раз. И в конце добавляю только смоченный хлебушек. В фарш я добавляю соль и сушеный чеснок. Больше ничего не добавляю, так как фрикадельки пойдут в суп, который будет кушать наш самый маленький член семьи, который только приобщается к общему столу. Фарш хорошо вымешиваю, слегка отбиваю в конце. И теперь формирую фрикадельки ложечкой. Самый удобный способ. Очень быстро получается. На вкус фрикаделек это не влияет. И выкладываю их на обычные разделочные досточки из фанерки, тоненькие, надетый на них пакет. От пакета фрикадельки замороженные очень легко отходят. У меня получилось вот такие полные 2 досточки. Далее отправляю их в морозилку, слегка подморозится, и уберу в пакет. И у нас будет еще одна заготовка. Это укроп. У меня где-то около 200 грамм укропа. Я его промыла, убрала толстые веточки и мелко нарезаем. Обычно я укроп храню в холодильнике, как букет роз. Отрезаю, подрезаю веточки снизу и ставлю в стакан с водой. Можно сверху накрыть пакетиком, так он дольше сохраняет свою свежесть. Но замороженный укроп мне даже нравится больше, его удобнее использовать, не надо не пачкать доску. Достал, положил, все чисто, очень удобно, рекомендую. Этот вид заморозки я буду делать 1-й раз. Скажу наперед, мне понравилось. Для этого нам понадобится форма для кексов. В каждую формочку аккуратно укладываю чеснок, порционно будет он заморожен. Слегка приминаю, утрамбовываю. Для этого вида заморозки укропа можно использовать любую формочку. Форму для льда, если она не очень мелкая, иначе очень мало
поместится укропа, хотя смотря для каких целей. Если нужно чуть-чуть, то очень даже будет удобно. И чуть-чуть укропа у меня осталось. Я его перекладываю в контейнер и просто поставлю в морозилку. Это можно использовать для салата. Тоже очень удобно. А в эти формочки наливаю чистую воду. И именно таким образом они будут замораживаться. Такой способ очень удобен для супов, для подлив, для всего того, что будет в жидкости вариться. Вот в таком виде отправляется в морозилку. И смотрите, что получилось. Формы силиконовые легко снимаются. Я по 6 штук упаковываю в пакетик. Потом при необходимости достал один кусочек и положил. Также сейчас покажу вам фрикадельки, которые легко от пленочки отошли. Я также разложила их на 3 пакета.